Приветствую вас на канале TechRevizor. В этом рейтинге я собрал лучшие игровые клавиатуры до 5000 рублей на 2025 год. Вполне достаточный бюджет, чтобы купить хорошую игровую клавиатуру под разные запросы. Механическая, мембранная, компактная, тихая, яркая и так далее. Конечно, до 5000 рублей есть немало странных переоцененных вариантов слабого качества. Поэтому, чтобы вы на такое не нарвались, я составил рейтинг, в котором собраны адекватные клавиатуры для гейминга. Они отличаются форм-фактором, типом клавиш, способами подключения, переключателями и другими деталями. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем с 5-го места рейтинга, которое заняла MSI Viga JK30. Это самая доступная клавиатура в рейтинге для тех, у кого бюджет немного не дотягивает до 5000 рублей. Эта клавиатура выглядит по-геймерски, четкие грани, высокий профиль, яркая RGB подсветка с 7 режимами. Подсветку можно настраивать как с самой клавиатуры, так и через приложение. В основе тут не механика, а плунжерные переключатели. Это что-то среднее между обычной мембранной и механикой. Кнопки нажимаются мягко, с легким щелчком, но все же не так четко, как у настоящей механики. В шутерах иногда можно не добить кнопку, особенно если нажал неуверенно. А вот при наборе текста не хватает той самой отдачи звука. Пробел, кстати, довольно шумный, при резком ударе слышен хруст. Enter узкий, одноэтажный и иногда путается с соседями. Звучит, может, и страшновато, но на деле ко всем нюансам можно привыкнуть за день-два. Корпус пластиковый, собран аккуратно, отдельный плюс защита от брызг. Можно не переживать, если разлить воду. Раскладка классическая, 104 клавиши с цифровым блоком. Есть ножки для подъема и массивные резинки, стоит уверенно, по столу не елозит. Подключается клавиатура по проводу длиной 1,8 метра в резиновой оплетке. Не жесткий, не путается, правда нет защиты от перегиба, аккуратность тут не помешает. А вот позолоченный штекер и ферритовый фильтр вещи полезные, особенно если много кабелей рядом. Получается, что MSI Viga JK30 это компромисс, подойдет тем, кто хочет яркую клавиатуру с подсветкой и игровым видом. Но без лишнего шума и с нормальной ценой. Главное, быть готовым немного привыкнуть. На 4-м месте стоит Razer Ornata V3X. Это единственная мембранная клавиатура в рейтинге. Мягкий ход, средняя шумность, все кнопки нажимаются ровно, разве что пробел слегка выделяется. Он погромче и чуть туже. Но к этому быстро привыкаешь, тем более, что тактильно она ощущается уверенно и приятно. Матовый корпус из плотного пластика, аккуратное тиснение логотипа внизу, ровные края и хорошо проработанные линии. Подсветка здесь не просто для галочки, она приятная, равномерная и эффектная. Кроме подсвеченных символов, есть еще светящиеся островки вокруг клавиш. Красиво и ненавязчиво. Клавиши изготовлены из ABS-пластика с UV-покрытием, что должно спасти их от быстрого затирания. Хороший бонус – подставка под запястье в комплекте, с ней кому-то будет удобнее часами играть, снимая нагрузку с кистей. Правда, подставка никак не крепится, магнита нет, как у более дорогих клавиатур, но на столе все равно лежит устойчиво, с 6 резиновыми ножками и фирменным логотипом по центру. Мелочь, которая влияет на комфорт. У клавиатуры 2 пары откидных ножек, можно настроить угол наклона под себя. А еще на корпусе есть дренажное отверстие на случай проливных катастроф. Снизу крупные прорезиненные ножки, все держится на столе намертво и не ездит. Подключение только по проводу, он здесь толстый, добротный, с фирменной стяжкой и заглушкой на коннекторе. Есть даже режим Hyper Shift, позволяет задать второе действие для кнопок при удержании Fan. На 3-м месте Red Keyrix TKL Hyperion. Это добротно собранная механика в металлическом корпусе с плавными свечами, стильным дизайном и удобной софтиной. Отличный вариант для тех, кто хочет хорошую клавиатуру из коробки и без танцев с бубнами. Подключение, правда, только проводное, но смотрите дальше. Внутри свечи J3MS Sapphire. По сути, это же J3MS Ember, линейные, плавные, с быстрой отдачей, которые еще и смазали сразу на производстве. Печатается на них мягко, плавно, никаких скрипов и хруста. Если вы как геймер пересели с бюджетных синих щелкунов, разница будет колоссальной.
Реакция мгновенная, ход короткий, будто клавиатура понимает вас с полуслова. Кейкапы хоть и ABS, но ощущаются как РВТ, немного шершавые, сцепление с пальцами отличное. Да еще и двойное литье, надписи не сотрутся даже через несколько лет. Но на всякий случай в комплекте есть дополнительные кейкапы, вдруг потеряете, сломаете или еще что. Подсветка тут тоже на месте, режимов море, можно менять сочетанием клавиш или через софт. Правда, яркость немного скромная, зато настраивается все в фирменном ПО, цвета, эффекты, переназначение клавиш. Даже новичок разберется. Все на русском и без лишнего мудрствования. Стабилизаторы под большими клавишами Shift, Space и прочими смазаны, под пробелом резиновые прокладки, чтобы ничего не лязгало. И действительно, звучит клавиатура приятно, без лишних шумов. А если хочется моддинга, корпус легко разбирается, винты на месте. Правда, шумоизоляции нет, но для своего сегмента звучит Hyperion достойно. На второе место поставил Attack Shark X68HE. Об этом бренде мало кто знает, так как в основном его техника представлена за границей. Но до 5000 рублей на нашем рынке я нашел необычно годную по параметрам модель. Компактный формат на 68 кнопок, экономит место на столе, а под капотом магнитные переключатели, аналоговый отклик и частота опроса 8000 Гц с минимальной задержкой нажатия, которая никак не ощущается. Печатать и играть на ней приятно, плавный линейный ход, низкое усилие нажатия, всего 37 грамм. И никакой болтовни, только тихий, приятный ушам щелчок и уверенное срабатывание. Благодаря демпфирующему слою внутри корпуса и РВТ-колпачкам звук приятный и негромкий, а сами колпачки с необычными боковыми надписями, визуально почти пустая клавиатура, пока не включишь RGB. С подсветкой можно хорошо поиграться и сделать красиво, как будет по душе. Клавиатура подключается только по проводу, и для кого-то это плюс, так как только по кабелю достигается сверхнизкая задержка. Но если нужен именно беспровод, смотрите далее. Из преимуществ у Attack Shark порт USB-C и переключатель Windows Max сзади. Из минусов нет ножек для изменения угла наклона, но сама посадка довольно удобная. Еще важный момент – поддерживается настройка через веб-интерфейс QMK. Топ – это просто мечта энтузиастов, можно переназначать клавиши, создавать макросы, менять поведение подсветки и даже точно настраивать, с какой глубины срабатывает клавиша. Это не просто кастомизация, это хирургическая точность, которой не хватает любителям в обычных фирменных приложениях. А на первое место я поставил одну из самых нашумевших моделей за последнее время – Ipomeka X Aula F75. О ней уже не раз слышали те, кто хотя бы чуть-чуть интересуется компьютерной периферией. За свои деньги она дает максимум универсальности для гейминга. Aula F75 – это механическая клавиатура в компактном формате 75%. У нее 80 клавиш, включая F1, F12, но без цифрового блока. Место на столе занимает заметно меньше, чем полноразмерная модель. При этом все основные функции остаются под рукой. Корпус сделан из приятного ABS пластика, внутри металлическая пластина. В руках клавиатура ощущается увесистой и крепкой. Подсветка многоцветная, с разными режимами, меняется прямо с клавиатуры через удобное колесико в правом углу. Подключается клавиатура тремя способами – по проводу, по Bluetooth и через радиомодуль 2,4 ГГц. Универсальность на месте. Для автономной работы внутри стоит аккум на 4000 мАч. С подсветкой его хватает примерно на 30 часов, без нее до 100. Переключатели в этой модели Leabok Ripa с возможностью горячей замены без перепайки. Это линейные свечи с мягким ходом и отзывчивостью, без щелчков и громкого клика, так что печатать или играть можно и днем, и ночью, не беспокоя соседей. Кейкапы сделаны по технологии двойного литья, надежно, но подсветка букв не просвечивается. Русской раскладки может не быть, так что тем, кто не владеет слепым методом, лучше заранее уточнить. А впрочем, кейкапы можно заменить, для этого в комплекте уже есть пуллеры и даже запасные свечи. А вот что действительно впечатляет, это шумоизоляция. Играешь или работаешь, клавиатура звучит тихо, не дребезжит, не вибрирует. Для этого здесь 5 слоев шумопоглощения, включая поролон, прокладки и даже гаскет крепления. Поэтому тайпинг на этой клавиатуре вызывает только приятные ощущения. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.